Сегодня мы расскажем о трагической любви прекрасной девушки. Историю прислала она сама. Это были ее далекие воспоминания пережитых счастливых дней. Приятного просмотра. Рассказанная история произошла в 90-х годах 20 века. В это непростое для всех время, когда Советский Союз разрушился, деньги потеряли ценность, огромные очереди на хлебобулочные изделия, дефицит. Несмотря на все трудности, это не помешало зарождению любви двух молодых людей. Они познакомились в кругу друзей и полюбили друг друга всей душой и сердцем. Условно назовем девушку Марией. Ей было 18 лет. Родители Марии были преподавателями вуза, и она сама была прекрасно воспитанной студенткой одного из вузов столицы. Парню было 23 года. Он был мастером спорта, единственным и поздним ребенком пожилых родителей. Они работали в сфере торговли. Влюбленные, счастливые, с далеко идущими планами, мечтали устроиться на хорошую работу, создать семью. Они мечтали о детях. Но познакомиться со своими родителями он не спешил. Его родители, по семейной традиции, договорились о женитьбе их единственного сына задолго до его встречи с любимой. Он всей душой тянулся к родителям за поддержкой и пониманием. Все разговоры о планах женитьбы с любимой девушкой ударялись об стену непонимания людей, словно живущих в другую эпоху, словно это были средние века. День за днем попытки объяснить родителям не привели ни к чему. Постоянные ссоры, обиды, непонимание привело к тому, что после одной из ссор с родителями он попал в больницу и пролежал там долгие 2 недели. Таким образом, в свои неполные 24 года ему диагностировали инфаркт. Несмотря на диагноз, родители не отказались от своей цели женить его на другой. По выходу из больницы ему не дали вернуться в спорт. Запрещены были какие-либо нагрузки на организм. Родители продолжали фактически добивать своего позднего и единственного ребенка. Последний удар оказался роковым, и он скончался дома, не приходя в сознание, до приезда скорой помощи. Мечты этой молодой пары о свадьбе, детях и счастливой жизни улетела куда-то далеко-далеко в небо. В одночасье пожилые родители, фактически убившего своего сына, оказались совершенно одни со своим безутешным горем. Ведь все могло бы быть иначе, если отнеслись гуманно к своему родному сыну и его выбору спутника жизни. Свадьба, рождение первого внука, познание счастья, ведь оно рядом с нами. И что стало с родителями парня, спросите вы? Отец ушел от матери, ибо они винили друг друга в смерти сына, хотя виновны были оба. Умер он спустя 5 лет после сына. Мама его умерла недавно в полном одиночестве. Им постоянно снился один и тот же сон, где сын говорит: «За что вы меня убили?». У Марии все сложилось хорошо в жизни. Через несколько лет после той истории она вышла замуж. Сейчас она мама прекрасных детей и жена заботливого мужа. Напишите свое мнение об этой истории. Мы будем обсуждать ее на форуме, в сетях, и мы узнаем, насколько она актуальна на сегодняшний день. Не забывайте посылать свои интересные истории, поставить лайк и подписаться на мой канал. Спасибо за просмотр.